Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное блюдо для праздничного стола. Медальоны из скумбрии. Скумбрию в Турции найти я не смогла, поэтому готовить это блюдо буду из лаврака, что получается не менее удачно и не менее вкусно. Мы с Алексеем уже продегустировали эти медальоны на нашем мукбанг канале. Рекомендуем, проверено малоежками. Обязательно готовьте, медальоны из скумбрии украсят любой праздничный стол и займут почетное центральное место. Ссылочку на наш мукбанг канал мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, все эти замечательные рецепты мы снимаем для вас с любовью из Турции. Ссылочка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие медальоны из скумбрии. Готовится просто, выглядит сногсшибательно, на вкус умопомрачительно. Оставайтесь со мной, мы начинаем. Чтобы приготовить вкуснейшую скумбрию, или в моем случае лаврак для праздничного стола, нам потребуется 4 хорошего такого размера рыбки. Посмотрите, в общей сложности у меня получилось 2 килограмма 150 грамм рыбы. На такое количество рыбы для маринада мы сегодня возьмем 4 столовые ложки или 150 грамм йогурта. Я беру йогурта, по рецепту была сметана. Сметану в Турции найти я не могу, поэтому заменила йогуртом. Йогурт здесь хороший, жирный, как наша сметана по консистенции, поэтому, значит, у меня 4 столовые ложки сметаны, 5-6 зубчиков чеснока, довольно такие крупные у меня зубчики, соль по вкусу, черный перец тоже по вкусу. Я возьму 1 чайную ложку соли и пол чайной ложки черного перца. Также нам потребуется 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка итальянских трав, прованских трав, в моем случае орегано или по-турецки кекик, и возьмем 1 столовую ложку сока лимона. Для начала подготовим маринад. Также в этом рецепте нам потребуются шпажки. Берем чашку, в которой будем готовить маринад, отправляем 4 столовые ложки йогурта или сметаны. Сюда же отправляем 5-6 зубчиков чеснока. Я выдавливаю через чеснокодавку, при желании можно мелко нарезать, натереть на терке. Сюда же отправляем 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки растительного масла. Соль по вкусу я кладу чайную ложку, прованские травы, итальянские травы или орегано. И часть черного перца я кладу сейчас, половину от половинки чайной ложки я оставляю на попозже. Также при помощи соковыжималки для цитрусовых выжимаем сок лимона. Напоминаю, нам потребуется 1 столовая ложка. И все хорошо перемешиваем. Все, друзья, маринад у нас готов. Посмотрите, вот такой аппетитный маринад получился. Пока его убираем в сторону, займемся рыбой. От рыбы аккуратно вот так по диагонали разрезаем, удаляем плавники и голову. По диагонали я разрезаю, чтобы в этом месте как можно больше осталось у нас мяса, как можно меньше было потерь. Что касается головы, хребта, плавников, все, что мы сейчас повырезаем из рыбы, из всего этого мы с вами сварим шикарную наваристую уху. Не выкидываем, убираем. Дальше делаем следующее. Смотрите, по спинке разрезаем. Точно так же будете разделывать скумбрию. Вообще, этот рецепт предназначен был для скумбрии, но, напоминаю, я в Турции не могу ее найти, поэтому я заменила рыбку на лаврак. Разрезаем вот так по спинке вдоль хребта. Стараемся делать это с минимальными потерями, чтобы как можно больше мяса у нас осталось для наших будущих медальонов. Делается это легко и просто. Вот он хребет, и прям вот так по хребту делаем надрезики, рыба легко отходит. Так, вот эти вот ребра вот так вот начинаем ломать. Поворачиваем, чтобы нам было удобно. И дальше опять делаем надрезы вот таким образом, с минимальными потерями. Посмотрите, вот такая филешечка у нас получилась. Соответственно, вот эти основные реберные косточки мы будем с вами тоже удалять. Нам необходимо получить с вами филе. В моем случае лаврака, в вашем случае скумбрии. Удаляем все косточки. Рыба у меня очень свежая, поэтому косточки отходят довольно сложно. Я себе помогу немножко вот так ножом. Проверяем руками. Плавники вот эти также отрезаем. Стараемся с минимальными потерями. Проверяем ручками, чтобы все косточки у нас были удалены. Все, филешечка идеальная. Пока ее в сторону убираю. Точно так же поступаю со вторым кусочком, но уже с другой стороны. Итак, друзья, рыбу я всю разделала. Вот эта часть у меня отправится, уху сварю завтра. Что касается филешечек, сейчас покажу, что делать. Берем филешечку и разрезаем ее вот так вот вдоль пополам. Вот такие 2
тоненькие полосочки у нас должны получиться. Со второй половиной рыбы мы поступаем точно так же. Разрезаем вдоль пополам. Дальше делаем следующее. При помощи кисточки маринадом смазываем нашу рыбку. С одной стороны все 4 кусочка. Хорошенько, обильно маринад не жалеем. Затем рыбку переворачиваем и смазываем рыбку с другой стороны. А дальше, друзья, смотрите. Берем рыбку и сворачиваем ее вот в такой рулетик. Дальше берем следующий кусочек и продолжаем этот рулетик. Следующим кусочком все вот так закрываем. Теперь схватили последний кусочек за кончики. Берем шпажку и протыкаем насквозь полностью всю эту нашу конструкцию. Бережем вот с этой стороны пальчики. С одной стороны проткнули полностью все насквозь. Разворачиваем. И с другой стороны крест-накрест, получается, протыкаем точно так же еще одной шпажкой. Все разравниваем, чтобы это все выглядело вот таким вкусным аппетитным кругляшом. Весь маринад, который остался на доске, отправляем также на рыбку. Застилаем противень пергаментом и аккуратно, учитывая, что у нас с вами 4 порции рыбки, перекладываем нашу рыбку на край противня. Еще раз поправляем, чтобы это все, повторюсь, выглядело красивым кругляшом. Ватрушечка такая у нас с вами, да, получается? Далее сверху обильно, хорошенько смазываем маринадом. И вот в таком виде оставляем мариновать минимум на 30 минут. Точно такую же процедуру сейчас проделаю со всеми оставшимися 3 рыбешками. Затем покажу, что делать дальше. Посмотрите, какая аппетитная красотка получается. Медальоны из скумбрии или, в моем случае, медальоны из лаврака. Ну что, друзья, вы только посмотрите, вот такие 4 красавца у меня получились. Оставляю на кухонном столе при комнатной температуре их мариноваться минимум на 30 минут. Через 30 минут наши медальоны начнем запекать. Итак, друзья, прошло у нас 30 минут, промариновались наши медальончики. Сверху посыпаем оставшимся черным перчиком и отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут. Чуть позже покажу, что у меня получится. Ну что, друзья, прошло у нас полчаса. Вот такие красавцы у меня получились. Можно сервировать, при желании украсить зеленью и подавать к столу. Итак, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Украсила я веточками укропа и кусочком лимончика. Значит, лимон я просто разрезала вот так на четвертинку, получается, да, и развернула. Таким вот образом получается красотища. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому понравился рецепт, кто досмотрел его до конца, и будете ли вы готовить это блюдо на новогодний стол. Ну а нам с семьей уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.